Друзья, всем привет! Последнее время активно занимаюсь стройкой. Вот уже построил хозблок, бытовку, а пока жду теплой погоды для возможности обшивки этих строений снаружи, приступил к сборке каркаса мини-бани. Все, как вы поняли, строится по каркасной технологии. А одним из следующих этапов после возведения каркаса является обшивка каркаса плитным материалом, будь то крыша, стены, пол и так далее. Применяется материал такой как OSB, фанера, квикдек. Так как работаю в основном один, то приходится таскать плитный материал одному, что не совсем удобно без помощника или специальных приспособлений. Вот одно из таких приспособлений я сегодня вам покажу, как можно сделать самостоятельно. Заранее сделал чертеж этой приспособы в скетчапе и распечатал на бумаге. Чертеж, как всегда, уже выложил в телеграм-канал. Так что переходите туда и скачивайте на здоровье, так же как и другие чертежи самоделок и различных построек. На самом деле я просто хотел сделать приспособу, не снимая процесс на видео, но потом понял, что кому-то ведь может пригодиться такое видео, и многие не догадываются, что такие приспособы есть, и делать их довольно просто. Ну а пока до меня это дошло, я уже изготовил вот такие две пластины из металла толщиной 3 или 4 мм. Тут все просто, представляем чертеж к листу и по нему прямо вырезаем. Масштаб 1 к 1. Теперь покажу дальнейший процесс. Для этого вырезаю из бумаги шаблон и переношу его на 20-мм фанеру 6 раз. Нашел пару вот таких кусков фанеры, этого должно хватить. Если у вас нет фанеры такой толщины, то можно применить и тоньше, просто придется вырезать побольше кусков. Я делаю все лобзиком. Немного неудобно, так как куски маленькие и не хватает точки опоры. Чем точнее вырежете, тем меньше придется шлифовать. Далее склеиваю все эти 6 кусков между собой и зажимаю в тиски. После того, как все высохло, шлифую все на гриндере, чтобы получилось более-менее ровно. Гриндер у меня вот такой простой, но мне его вполне хватает. После того, как выполнил шлифовку, приступаю к высверливанию отверстий диаметром 6 мм. Тут довольно широкие детали, поэтому для более точной сверловки использую стойку для дрели. Стойка у меня того же производителя, что и гриндер, Аффи. Много раз уже говорил про эти мини-станки в качестве двигателей, которых используется имеющийся у вас электроинструмент. Кто-то их в комментариях ругает, кто-то хвалит, но мне лично для домашних дел возможностей этих станков хватает. Да, полноценные мощные станки лучше, работать ими удобнее, но задайте себе вопросы. Как часто вы ими будете пользоваться и есть ли у вас на них средства и место? Если все у вас есть и пользоваться будете часто, то берите полноценные станки. Если нет, то подумайте насчет вот таких станочков Аффи. Вот стойка для дрели вполне сверлит ровно. Регулируется по высоте. Есть ограничитель глубины сверления. Собран из толстого металла в заводских условиях. Ссылку на всякий случай оставлю в описании. Сделав 3 отверстия, за кадром покрасил детали. Наклеил наждачку и отрезал кусок пластиковой трубы с деревяшкой внутри, по ширине деталей. Далее приступаю к сборке. Для этого беру шпильку М6 и скручиваю все вот таким вот образом. Также взял шпильку М8 и прикрутил трубу. Приспособа готова. Сейчас покажу, как работает. Берем лист и сверху ставим приспособу. Поднимаем за ручку и все. Спокойно несем или поднимаем куда надо. Это сильно удобнее, особенно для USB с шириной листа 125 см. Кстати, такая приспособа на рынке стоит хороших денег, но функция точно такая же. Так что решать вам. Я сделал сам и пользуюсь без проблем. Скоро приедет материал на баню и таскать его придется с начала участка. С этой штукой мне будет сильно легче. Надеюсь, приспособа вам зашла и чертеж в телеграм-канале вам пригодится. Если видео понравилось, то ставьте лайки, а в комментах пишите, что лучше, купить или сделать самому. Не забывайте подписываться на канал и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много полезного и интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!